Всем привет! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков очень много, для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится. Вы ставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. А своим постоянным зрителям, своим подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет и слова благодарности. Много разных стран, много городов. Это очень-очень приятно. Спасибо за ваши комментарии, за ваши отзывы. Я сегодня к вам с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали. Да? Вы знаете, 100% акрил, вот эти моточки перемотанные. И вот такие вот интересные ниточки секционного окрашивания. Папатья, наверное, да? Папатья, батик. Надеюсь, правильно называю. Если что, поправляйте. Итак, смотрите, что это у нас такое? Это получается 100% акрил. Метраж здесь, смотрите, в 100 граммах 360 метров и рекомендуемый крючок 3,5-4. Так, вот эти вот ниточки тоже Yarn Art Baby. Вот у них вот такая вот упаковочка. Да? Я просто перемотала моточек, получается. Тоже 100% акрил. Здесь в 50 граммах 150 метров. Да, эта ниточка получается чуть потолще. Но если так вот посмотреть, да, приложить друг к дружке, ну, в принципе, относительно одинаково. То есть мы хотим их совместить вместе. Посмотрим, что в итоге получится. И здесь тоже нам, получается, говорят, смотрите, берите крючок 3,5 миллиметра. Давайте возьмем 3,5 миллиметра и посмотрим, что у нас в итоге получится. Итак, кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы, буквально в районе 30 петелек. Сегодня наш узорчик будет состоять, раппорт узорчика, из 8 петелек, схемки нету, поэтому смотрите за руками. И получается, мы с вами наберем, ну, чтобы красивый узорчик у нас закончился, да, давайте наберем 33 воздушные петельки для нашего узорчика. Итак, все как всегда. То есть вначале мы с вами делаем петельку фиксации. Так, и при наборе петелек мы ее не считаем. Угу. Итак, теперь набираем 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот наш будущий образец. Одна ниточка у нас будет меняться, да, по цвету потихонечку, а другая будет одним цветом. Будет, думаю, что очень интересно. А далее мы делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Далее считаем от крючка пятую петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, ныряем в пятую петельку и провязываем столбик с накидом. Оп-оп, по 2 петельки. И в следующую петельку точно так же мы делаем столбик с накидом, и в следующую, и все последующие петельки мы провязываем столбиком с накидом, потому что много новичков, и, естественно, удобнее будет вязать намного узорчик, когда мы будем браться за верхушку столбика, потому что пока новичкам в петельках тяжело будет разобраться. А мастера опытные можете сразу приступать к узорчику. Итак, провязываем наш вспомогательный ряд полностью столбиками с накидом. Считайте, если вы набрали точно так же, как и я, 33 воздушные петельки, должно получиться 33 столбика с накидом. Не забывайте, что вот эти 3 петельки подъема мы тоже считаем за столбик. Смотрите, сколько я столбиков провязала сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поняли, да? Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится, это несложно. Так, смотрите, вот наш ряд вспомогательный. Далее приступаем непосредственно к узорчику. Итак, воздушную петельку, поворот, и сюда же в этот же столбик провязываем столбик без накида. Есть. Далее пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3, и в 4-й столбик делаем накид и провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3. Далее 1 воздушная петелька, сделали, и опять сюда же сделали точно такие же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. То есть как бы вот такой вот веерочек получается у нас, да? Далее, смотрите, пропускаем опять 3 столбика. 1, 2, 3. В 4-й ныряем, провязываем столбик без накида. Есть. Далее, опять пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4-й ныряем и провязываем опять 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петелька.
И опять сюда же провязываем еще такие же 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Вот, получился наш второй веерочек, первый, второй. И получается, веерочек должны присоединить, да? Опять 3 столбика пропускаем. Раз, два, три. В четвертый ныряем, провязываем столбик без накида. Понятно? То есть вы чередуете столбик без накида, веерочек, столбик без накида, веерочек и так далее до конца ряда. Давайте самостоятельно, а в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот получились наши 4 такие большие веерочка. И мы заканчиваем наше вязание точно так же. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И вот здесь у нас, помните, 3 петельки подъема было. Ныряем в третью петельку, вытягиваем ниточку. И здесь я хочу присоединить новый цвет. То есть я не провязываю, да, получается мой столбик без накида. А я присоединяю к 2 последним петелькам, как по правилам, да. 2 последние петельки, неважно какого столбика, провязываются новой ниточкой. Оп, провязали. То есть ряд у нас закончился еще белой ниточкой, да, но в процессе вязания уже появилась розовенькая. И делаем петельки подъема, сколько необходимо по узорчику. Нам необходимо 3 петельки подъема. Раз, два, три. Все, теперь мы можем подтянуть беленькую, подтянуть розовенькую, поворот. И теперь смотрите, вот наш веерочек, состоящий из 2 частей. Первые 3 столбика, вторые 3 столбика. Мы провязываем первые 3 столбика. Смотрите как. Накид, нырнули в верхушку первого столбика, провязали 2 петельки, стоп, накид, нырнули в верхушку второго столбика, провязали 2 петельки, стоп, накид, нырнули в верхушку третьего столбика, провязали 2 петельки, стоп. А теперь все вместе петельки провязываем раз за один раз и обязательно зафиксируйте. Вот такая получится красота. Далее что мы делаем? 6 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6. Есть. Далее, смотрите, возвращаемся, получается, к нашему, вот этой второй половинке нашего веерочка и провязываем, смотрите, опять за первый столбик взялись, 2 петельки провязали, стоп, накид, за второй столбик взялись, провязали 2 петельки, стоп, накид, за третий, получается, столбик взялись, провязали 2 петельки, стоп. А далее сразу же перепрыгнули к следующему веерочку. Следующие 3 столбика. Раз, два, три. Вот этот наш столбик без накида не трогаем пока. Итак, к веерочку перепрыгнули. Продолжаем дальше набор петелек. 2 петельки, стоп, накид. Во второй столбик 2 петельки, стоп, накид. В третий столбик 2 петельки, стоп. И вот на крючке у вас, смотрите, получается половинка веерочка одного, половинка веерочка второго и петелька на крючке. Итого 7 петелек. Поняли, да? 3, 3, 7. Итак, провязываем все вместе. Раз, за раз, оп, и обязательно зафиксировали. Понятно? Идем дальше. Опять 6 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6. И провязываем точно так же, как мы только что делали. То есть мы вторую половинку веерочка берем, так, и первую половинку следующего веерочка берем. Давайте еще раз покажу. Накид. Нырнули, получается, вот наши. Раз, два, три. 3 наших столбика. Первый столбик, второй столбик, третий столбик. Перепрыгнули к следующему веерочку. Столбик без накида не берем. Вот следующий веерочек. Раз, так, накид. Раз, накид. 2, накид, 3. Итого, смотрите, 7 опять у нас петелек. Все вместе их провязали и обязательно зафиксировали. Все. И опять делайте 6 воздушных петелек. Точно так же провязывайте еще пол вот этого цветочка, да, такого веерочка наоборот. Угу, будет здорово. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот как у нас получается по итогу красота. Так, но, смотрите, когда мы заканчиваем наш ряд, да, мы провязываем, получается, пол вот такого вот перевернутого веерочка. То есть мы провязали первый, второй, третий столбик. И когда у нас 4 петельки на крючке, видите, 4 петельки, мы их провязываем вместе, смотрите, но не фиксируем, потому что мы сразу же переключаемся на последний столбик, беремся за столбик без накида и провязываем здесь столбик с накидом. Оп, вот так вот мы закончили ряд, понятно? Вот наше начало, вот наше окончание. Есть? Есть. Далее что мы делаем? Далее у нас тут 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И теперь наша задача с вами провязать вот там, где у нас мы соединяли вместе 3 столбика, да, вот видите, вот
это вот верхушечка, мы сюда в эту верхушечку провязываем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. А далее смотрите, мы должны с вами перепрыгнуть, получается, мимо вот розового нашего ряда, да, до белого. Помните, здесь был веерочек и была воздушная петелька. Помните? Вот, ныряем, получается, в эту петельку и провязываем столбик без накида. Понятно? Вот таким вот образом. Далее накид. Опять, видите, где соединяются все наши 6 столбиков? Вот верхушечка. Мы беремся за эту верхушечку и провязываем сюда 6 столбиков с накидом. Ну как, 3 столбика, воздушная петелька, 3 столбика, да? Итак, раз, сюда же 2, сюда же 3 столбика, воздушная петелька. И опять вернулись сюда же и опять провязываем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. Понятно? Вот. Получается такой же веерочек, который мы провязывали в самом начале, просто он немножко смещен. Идем далее. Мы должны провязать столбик без накида. Смотрим. Опускаемся за розовый, за белый, да, вот непосредственно к веерочку. Там у нас арочка. Цепляемся за эту арочку, вместе с розовой цепочкой провязываем, оп, столбик без накида. Поняли, да? Вот. И у нас получается как бы вот такие вот кругляшки, как мы их назовем. Угу. Все, а дальше опять то же самое. Опять провязывайте 3 столбика с накидом, воздушная петелька, 3 столбика с накидом. И опять точно так же присоединяйтесь столбиком без накида за наш, в моем случае, белый ряд, да, вот белый ряд, вот сюда. Все. Я надеюсь, у вас получится. Если что, перематывайте чуть назад. Давайте до конца ряда самостоятельно. Здесь я вас встречаю. Итак, смотрите, вот мы провязали практически до конца. Смотрите, как заканчиваем. Вот наши 3 столбика, да, мы провязали вот за верхушечку вот этих вот 3 столбиков вместе провязанных. А здесь у нас были 3 петельки подъема. Ныряем в 3-ю петельку подъема и провязываем просто обычный столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Но здесь я хочу присоединить опять эту же ниточку, которую мы начинали, беленькую, да. Поэтому смотрите, вы можете продолжать тем же цветом, можете тоже менять ниточку. Я оставляю 2 петельки на крючке, так, и переключаюсь на новую ниточку. Это может быть уже 3-я ниточка, то есть вы можете брать вообще каждый ряд новым цветом. Итак, 2 последние петельки провязываю новым цветом. Оп, видите? То есть у нас ряд закончился розовым, но белый уже в процессе вязания. Белую сильно не тянем, в моем случае белую, да, чтобы край не зажулькался. Далее, смотрите, делаю 3 петельки подъема, 1, 2, 3, поворот. И теперь я буду провязывать, получается, вот за первые 3, получается, столбика вот эти вот, и за 3 столбика эти буду провязывать точно такой же шарик, как вот мы провязывали здесь. Поняли, да? Итак, накид. Беремся за первый столбик, 2 петельки стоп, накид за второй столбик, 2 петельки стоп и за 3-й столбик. Стоп. Далее переключаемся сразу же на следующий вот этот вот веерочек. Опять 3 столбика. Первый столбик, второй столбик и 3-й столбик. И вот когда у нас на крючке сформировалось аж 7 петелек, да, мы их провязываем все вместе. Раз, за один раз, оп, и обязательно зафиксировали. Теперь 6 воздушных петелек. Помните, да? Раз, два, 3, 4, 5, 6. И переключаемся, получается, на вторую половинку. Вот этот наш веерочек розовенький, да? Вот на вторую половинку. Первую мы провязали. 3 столбика отсюда берем, 3 столбика отсюда берем. Итак, накид. Ныряем, получается, в первый столбик. Стоп. Во второй столбик. Стоп. И в 3-й столбик. Стоп. Далее следующие 3 столбика. Раз, два, 3. Понятно, да? Все, 7 петелек собрали, провязали их все вместе. Раз. И зафиксировали. Понятно? Все то же самое, как мы с вами провязывали в предыдущем ряду. Давайте до конца ряда дойдем. В конце ряда я вас встречаю. Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, что по итогу у нас получается. Вот такая красота. И как мы заканчиваем наш ряд. Вот когда мы провязали, получается, последние наши... Сейчас я вернусь немножко назад. Вот. Провязали, получается, зафиксировали наши 6 столбиков. Делаем 2 воздушные петельки. И присоединяемся к 3-й петельке подъема предыдущего ряда. И провязываем столбик обычный без накида. Есть.
Далее делаем опять одну воздушную петельку, поворот. Сюда же опять ныряем и провязываем столбик без накида. А теперь провязываем все точно так же, как мы провязывали в самом первом ряду. Накид. Вот, где у нас сошлись все 6 столбиков, беремся за верхушку и провязываем 3 столбика с накидом в начале. Раз, два, три. Одна воздушная петелька. И сюда же опять еще 3 столбика с накидом. Раз, два, три. И затем присоединяемся, получается, да, уже к розовому, получается, ряду. Вот там, где у нас была арочка с воздушной петельки. Захватываем и белую цепочку, и розовую. Вытянули ниточку, провязали столбик без накида. Понятно, да? Вот. И таким образом до конца ряда точно так же, как мы с вами провязывали самый первый ряд. Уже несложно, уже знаете. Давайте. А в конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, вот наши шарики, да, вторые, получается, закончились. Они у нас такие будут половинчатые, да, половина белая, половина желтая, прям как одуванчики. И вот последние 6 столбиков наших провязали и присоединяемся, да, к нашей белой ниточке. Тут у нас мы делали, помните, делали петельки подъема. Так вот, присоединяемся к первой петельке и провязываем столбик без накида. Но тут я хочу присоединить опять новую ниточку. Вы можете присоединять еще новый цвет, да, я вернусь к розовому. То есть вот такая вот у меня будет полянка. Провязываю последние 2 петельки новой ниточкой. Оп, есть. И далее 3 петельки по узорчику. Раз, два, три. Подтягиваю желтенькую, но не подтягиваю розовенькую, чтобы край не зажулькался. Итак, поворот. И опять то же самое, что мы сами провязывали вот в нашем, получается, розовом ряду. Итак, раз, два, три. Первые 3 столбика провязываем вместе. Раз, накид. 2, 2, накид, 3. И теперь, получается, в данном случае мы провязываем вот эти 4 петельки вместе. Раз, провязали и обязательно зафиксировали. 6 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6. И переключаемся, получается, вот на эти 3 столбика и следующие 3 столбика. И их будем вместе провязывать. Итак, раз, 2, 3 и перепрыгиваем на следующие 3 столбика. Раз, 2, 3 и теперь все 7 петелек провязываем вместе за один раз. Опля. И обязательно зафиксировали. Все. Все. Узорчик я уже показала, как переключаться с одного цвета на другой. Теперь ваша задача просто увеличить образец, да, на несколько рядочков, посмотреть, что в итоге получается. Получится необычно красиво. Давайте увеличим образец и встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите, провязала несколько рядочков. Вот такая вот красота по итогу получается. Красота у нас будет двусторонняя, видите? Раз и раз. Смотрите, какая особенность. Получается, одни, ну, назовем их цветочки, да, может быть, шарики, ромбики у нас одного цвета, так? А за счет секционного окрашивания у нас одни цветочки будут беленькие, потом бело-желтенькие, потом уже светло-желтенько с темно-желтенькими и уже переходящие в зеленый цвет. Я, конечно, не дождалась, когда будет переход дальше, следующий, да, цвет голубенький, такой синенький и так далее. Но ничего, в следующем узорчике посмотрим, да, как ниточка будет ложиться. Итак, давайте замерим красоту. Смотрите, она вот так вот тянется. Практически, да? Ширь не тянется, а как бы высоту тянется. Итак, если мы набирали 31 воздушную петельку, если это же плотность вязания, этот же крючок, да, это же пряжа, то это получается, ну, в районе 16-16 с небольшим сантиметров. А здесь получается у нас каждый цветочек 2 ряда, да? То есть 2, 4, 6, 8, 10. Тут половинка 11, половинка 12. И наборный получается ряд 13, 14. Ну-ка, сколько это будет у нас в сантиметрах? Это получается в сантиметрах, ну, практически 15. Да? То есть за счет того, что вытянутые такие вот столбики, немножечко столбики повыше вот в этих веерочках стали. Итак, наборный ряд, да, скажите, удобно с ним вязать. И смотрите, закончила я точно так же столбиками с накидом, то есть ничего сложного. То есть вот наш веерочек, да, получается сверху должен был быть веерочек, но я сделала просто, провязала там, где воздушные петельки, провязала столбики с накидом. И точно так же присоединила столбик с накидом вот к нашему веерочку, к этой арочке. Ничего сложного, видите? И зато край ровный. Вот такая вот красота. Пишите комментарии. Надеюсь, видео вам понравилось.
Да? Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много нового интересного. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда появятся новинки на канале. И под видео внизу справа находится стрелочка «Поделиться». Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Спасибо заранее большое. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.